Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал DP Labs. Сегодня я вам расскажу, какие изменения произошли в нашей замечательной теплице, что выросло, ну и что дальше происходит. Ну, давайте приступим. Хочу вам представить Нину Сергеевну, это моя управляющая по хозяйственной части и прочим делам. Она, собственно, занимается, руководит всем, что происходит здесь в теплице. Ну вот, собственно... Так, с чего мы начнем? Давайте расскажу, что у нас поменялось. Как вы видите, мы разделили теплицу на 3 различных климатических зоны. Вот сверху у нас зона бахчевых. Здесь огурцы. Это у нас что, Нина Сергеевна? Вот это. Это у нас перец, красный перец, болгарский, сладкий. И баклажаны, и зелень. А в той части, потом вам покажем, или сейчас покажем, в этой части у нас помидоры. Вот, помидоры, вот свежие еще помидоры и картофель. В мешках решили посадить, попробовать, как будет. Нин, как я понимаю, им всего 2 месяца, да? Да, им 2 месяца, мы посадили их в феврале. И вот за 2 месяца мы уже, наверное, раза 3-4 их обрезали, потому что они очень сильно наращивают массу. И томаты, и зелень очень быстро нарастает. И они цветут бесконечно, растут как деревья. Угу. Вот, так что еще хотел сказать. Решили попробовать сделать лампы полного спектра. Вот. Это на лишке я купил матрицы. Вот здесь вот у нас проходит алюминиевый профиль. Его сделали как водоблок. По нему вот вы можете увидеть, там трубками соединены, циркулируют теплоносители, система отопления. Температура на поверхности алюминиевого вот этого профиля не больше 50 градусов. И в этом режиме светодиоды, думаю, очень долго будут работать. И как говорит Нина, что эти лампы намного больше нравятся, чем те фитолампы. Да. И ценник у них ниже. Ну, посмотрим как. Может быть, везде перейдем. А вот здесь вот просто обычные... А вот здесь просто обычные у меня валялись китайские полноспектровые, ну это для освещения, для прожекторов, светодиоды, ну тоже посмотрим. Вроде сильно не отличается, что здесь, что там, да? Если даже не лучше, смотрите, какой куст. Он самый большой вот этот вот под этими лампами. Растет все отлично. Да. Так. Ну, как вы здесь видите, здесь у нас система капельного полива. Нина, расскажи, что мы делали с грунтом, почему мы в тот раз совершили ошибку. Вот сейчас все Что мы делали с грунтом? В прошлый раз мы завезли какую-то заразу, которая размножилась у нас в каких-то невероятных количествах, поэтому в этот раз мы весь грунт пропарили. Пропарили температурой градусов так 150, наверное. Вот. Ну, естественно, внесли все добавки, которые требуются для томатов в нужных пропорциях, плюс вермикулит. Ну, насколько понимаю, пришлось еще лимонной кислоты добавлять, чтобы pH выровнять. Да. У нас почему-то повысился pH, поэтому пришлось занижать кислотность. Ну, скорее всего, из-за того, что какие-то бактерии все равно что-то жрут в нем. Ну, грунт, то есть, а pH для растений очень важен, то есть его иногда приходится замерять. Пропаривали, купили парогенератор электродный на 20 киловатт. Ну и тут чуть помучились, зато вроде сейчас живо. Да, помогло очень хорошо. Ушел весь грибок. Вот, у нас практически нет фитофторы. И чего у нас нет? Нет белокрылки. Самое главное, у нас нет белокрылки. Да, белокрылка – это такая дрянь. Мы как-то по совету каких-то умных товарищей с серными шашками здесь все обработали. У нас все что могло заржаветь, заржавело, кроме нержавейки. Табачные шашки не работают вообще. Вообще, вот можно даже их не покупать. Самое лучшее – это реально пропарить. И вот обязательно ходить в сменную обувь, здесь грязь не заносить, или хотя бы в бахилах, это тоже очень важно. Так, что еще поставили? Вот, так как на зоны разделили, догрев воздуха поставили. Вот такие вулканчики у нас стоят, ими догреваем. Чуть ближе к лету распыление воды поднимем повыше, разделим ее на зоны, чтобы давление было выше. Но если это в случае перегрева теплицы, охлаждалась и влажность поддерживает, потому что летом она будет довольно-таки низкая. Так, что у нас еще? Давай вот здесь вот покажем. Кучу вот этих можно показать, наших этих помяток. Да. Нин, а что это за помидоры? Это типа это у нас балконные черри, им достаточно вот такого маленького горшка, они как бы комнатные, да, и вот можете посмотреть, на них уже куча томатов. В таком, они, в общем, получается, они вообще не занимают у нас места, и такие вот прикольные черри на них растут. А вот там вот, парни, растет Каролина Риппер. Надеюсь, в тот раз выросла, но мало было плодов. Ну, это один из самых острых перцев.
Ну, есть всякая рассада, цветы какие-то, да? Да, это цветы. Это потом на улицу. Ага. Ландшафтный дизайн у нас будет. Хорошо. Так, вот здесь у нас всякие памятки. Это запасные томаты. Если что-то здесь погибнет, что-то там не примется, меняем. Так, переходим к огурцам. С огурцами у них чуть-чуть, но они уже давно растут здесь. Урожайность очень хорошая. Вот, как бы, ну, насколько я понял, не хватает чуть-чуть магния, да? Чуть-чуть магния не хватает, да. Может быть, еще чего-то не хватает, поэтому добавим удобрение в 20-20-20 или 18-18-18, какой-нибудь НПК формула, чтобы точно хватило уже всего. Сделаем обработку по листу обязательно. Вот. Ну и старый сухой лист надо убирать, потому что это не уличный томат, это тепличный огурцы. томат. Ой, господи, огурцы, да. Здесь все немножко по-другому. Да, и у них как бы продолжительность жизни намного больше, они могут долго-долго расти. Да. Их по спиральке вот так скручиваешь вниз ствол, прикапываешь ствол, и верхушка дальше продолжает так расти. Чтобы вы понимали, урожай вот вчера собирали, прилично получилось, и вот, грубо говоря, вот смотрите, За ночь. За ночь, вот, ну, я один сожрал огурец, вот это вот такой вот, он из мелкой хрени вот за ночь вот такие... Да, он наливается очень быстро. Да, вот такой это он за ночь вырос. В день мы, наверное, килограмма 2 точно собираем. Ну, нам для внутреннего пользования хватает. Да, более чем. Ну, вот, болгарский перец себя чувствует замечательно. Там уже есть плоды, можно посмотреть. Да, вот дальний кустик, он уже наливается потихоньку. Ну, дальше, Тим. Ага. Вот. Да, там уже есть перец. О. Это все красный болгарский перец. В прошлом году сажали и черный, и желтый, но больше всего понравился именно вот классический красный перец, поэтому в этом году посадили только его. Ну, как многие говорят, нахрен это надо, это слишком дорого. На самом деле, это затраты на обслуживание не такие дорогие, так как тепловым насосом все отапливается, и при текущем... Вот, например, вчера, если хотя бы солнце какое-то светит, теплицу приходится даже охлаждать. Есть даже плюс 6 на улице. Уже приходится охлаждать, а не нагревать. И самое главное, где вы зимой найдете реально свежих овощей, ну, как бы, нормального качества. Да, вот так, чтобы сорвать огурец и съесть его. Ну, баклажаны, они вон и в завязи есть, мы их уже ели. Да, мы уже срывали их, это уже вторая партия пошла. Короче, посадили картошку в мешках, просто молодой картошки иногда хочется. Вот, вон он, смотри, опыляет. Вот, смотри, шмел. Бдел. Так, что у нас еще? Вот здесь у нас растет зелень. Ну, сажаем рукколу, перечную рукколу, базилик. Этот, как его? Лук, укроп, щавель. Да, щавель. Кинза, петрушка. То есть здесь мы все время ротируем. Вот. Вырастает все очень быстро. Ну, я да, уж не знаю, да. за сколько, но очень быстро. Да, вот лук, видите, он уже падает, как бы, если его не сорвать, будем уменьшать количество. Но нам то надо много, то мало, как бы тоже сложно регулировать. Да. Потихонечку определимся. В теплице можно уплотнять, в принципе, какие-то еще, вот так же, как картофель в мешках сажать, то есть можно тут как-то все перераспределять. Так, пойдемте покажем вам теперь бахчевые. Ну, итак, господа, вот здесь вот отделили отдельную секцию под бахчевой. Здесь должна быть маленькая влажность и высокая температура. Пришлось догреватель дополнительный поставить, но и также охладитель, потому что вот тоже на проточной воде. Ну, что у нас тут наросло? Чуть-чуть мы здесь то перегрели, то переохладили. Не смотрите, что листья немножко подубитые, но все растет. Смотрите, какой арбуз вырос. За сколько? В январе сажали? Да, в январе. Вот. В январе. Да, с января. В середине января. Да, в середине января вот сейчас вот вырос такой арбуз. Это какой-то сорт, я не знаю. Русский стандарт. Да, а вот есть. А вот это что за сорт? Вот это вот. Это Sugar Baby. А вот Sugar Baby. А когда их есть-то можно? По-моему. А вот какой-то израильский. Ой, ну это еще зеленое, это еще рано кушать. Очень рано. Вот. Слушай, они так пахнут. Вон там приятно. есть большой. Вот, да, прямо напротив вас. Это большой, уже он скоро будет готов. Ну-ка, проходи сюда. Дыни покажу. Там самая красота. А какие из них узбекская дыня, а какая это? Желтая узбекская дыня. Это семена прислали нам в подарок прямо из Узбекистана. Да, вот, да, узбекская дыня. Да, такая. и она вот уже пожелтела. Она очень долго была зеленая, потом появились на ней такие как бы прожилки. Сейчас она пожелтела. Ждем вот еще прям чуть-чуть, и скоро будем уже есть. Да, и вот еще дыни. Здесь их есть покопаться много, завязи есть. И причем они продолжают завязываться, как бы они не так, что вот завязались, плодоносили и все умерли. Нет, они вот, у них нарастают дальше цветочки, мужские, женские, то есть они будут опыляться, сюда залетают пчелы, и процесс продолжается. Я не знаю, насколько это долго будет, но пока все еще завязывается. Ну да, нам главное температурный режим соблюдать. Да.
Здесь где-то не больше 28 градусов, да, должно быть 29? Да, где-то 30, по-моему, 32, 35, они цветы становятся стерильными, они уже больше не будут завязываться, поэтому перегревать тоже не очень хорошо. Ну, короче, мы научимся, здесь вообще все в этих арбузах у нас будет, потому что растут они быстро. В этом году у нас все прям удачно, быстро завязалось. В прошлом году мы сажали дыни, арбузы на первом этаже, где была повышенная влажность, где-то, наверное, 50-60. И у нас, наверное, где-то месяца 3-4 ничего не завязывалось, ровно до тех пор, пока не началась весна, пока не ушла вот эта лишняя влажность естественным образом, и тогда началось все завязываться. В этом году у нас прям вот все по уму сделано, поэтому все моментально начало завязываться. Ага, супер. Слушай, вот же еще тоже дыня какая-то. Да, вот маленькая, совсем маленькая, вот она недавно завязалась. Получится ее поддостать? Вот получится. Да. Вот. Такая... Как кабачок. Никогда не видел, что да, дыня растет зеленой сначала. Зеленая, да. Нет, некоторые остаются Не, зелеными, это разные сорта. Зеленые, да, он... Разные. Вот те, которые круглые здесь дыньки, они будут зеленые. А те, которые вот эти продольные, это будут желтые. А у нас семян много, кстати, из Узбекистана Очень. прислали. Мы тут Очень. будем 5 лет сажать. Можно, в принципе, поле засадить. Но, к сожалению, они не вызреют здесь. у нас. Да. Ну, вот так вот. Я думаю, у нас все удастся. Хорошо, когда зимой арбузов с дынями поесть. Если это начинать прям, ну сколько, месяца 3, я думаю, да, целиком этот процесс. Да. Еще у нас здесь есть, куда-то они все улетели, попугая. Куда они делись? У них сон час, они вон там наверху. У них режим. Да. Мы переселили сюда семью попугаев, нам Нине отдали этих, это волнистые, да? Да, это волнистые Да, попугайчики. пару отдали, они начали размножаться, размножились до 7 штук, часть отдали, а часть решили сюда запустить, и они здесь хорошо летают, вот у них есть дом такой, Да. но они всегда открыты, они иногда за едой залетают. Да. Они знают, что здесь покушать, там полетать, там где-то там поспать. Они, в общем, себе это распределили всю теплицу, им удобно здесь. Еще хочу попробовать каких-нибудь пантеровых или йеменских хамелеонов завести здесь, одного самца и несколько самок. Я думаю, им здесь по влажности и температуре будет хорошо. И заодно будут жрать всяких сороконожек, их Это точно. Кстати, для сороконожек можно завести биозащиту. Специально продается это насекомые, которые жрут этих насекомых. Можно. Вот, запустить их, я не знаю, насколько. Но хамелеоны, чтобы шмелей не пожрали. Да, точно. Но вроде не должны. Вот. Так что вот так, господа, вроде все получается, есть кое-какие косячки, но мы учимся, потому что всегда пишут одно, в реальности другое получается, здесь, так скажем, наука такая, неточная. Ну да, пишут в основном люди, которые ориентируются не на профессиональную теплицу, а на собственный опыт в пленочной теплице какой-то, не на круглогодичную теплицу, а на весенний-летний период. Зимой немножко по-другому все эти процессы проходят. Ну что хочу сказать. Задавайте вопросы. Нина Сергеевна, если тоже кому-то что-то интересно, ответит в комментариях. Да. Всего хорошего. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. До свидания.